Всем здорово, пацаны, с вами снова Нормерси. Сегодня мы с вами создадим крутую тему на ваш рабочий стол, которая будет радовать ваших друзей и просто будет выглядеть очень круто. Прямо сейчас подпишись на канал и поставь лайк, тем самым ты очень сильно меня поддержишь. А также, если ты напишешь смешной комментарий, то ты с высоким шансом можешь попасть в следующее видео. Поэтому пользуйся моментом и пиши смешной комментарий прямо сейчас. Ну и что же, давайте начинать. С вами Нормерси и мы полетели. Для начала я думаю, что нам стоит создать крутые обои. Для этого нам понадобится программа Wallpaper Engine. К счастью, она есть в Steam, но она стоит 400 рублей. Я ее покупал по скидке, поэтому она обошлась мне всего примерно в 50 рублей. Сейчас не вспомню точно. После того, как вы скачали данную программу, вы ее запускаете и выбираете обои, которые вам понравятся. Благо их здесь очень-очень много, и вы точно найдете то, что зайдет вам. После того, как вы установили обои, вы можете настроить каждую как хотите. И когда все будет готово, вы получите себе крутые живые обои. Теперь я хочу вам рассказать, как сделать такой красивый эквалайзер и часы. Для этого нам понадобится программа Rainmeter, она абсолютно бесплатная. После того, как вы установили программу Rainmeter, вам необходимо будет ее запустить и затем, нажав на ее значок, выбрать пункт управления. Здесь вы можете настроить ваши виджеты как хотите. Чтобы установить какие-то крутые темы, вам необходимо просто зайти в интернет и вбить тему для Rainmeter. После этого выбираете любую тему, которая вам понравится, и скачиваете ее. После этого 2 раза нажимаете на установленный файл, и у вас устанавливается тема. Но если так произошло, что тема не установилась и вылезла ошибка, вам необходимо переименовать файл в zip, открыть его как архив и файлы skins распаковать на рабочий стол. Затем открыть директорию в программы, где у вас установлены все темы, и закинуть папку skins туда. После этого обновить страницу, и ваша тема появится, и вы сможете поставить любой виджет, который захотите. Разве это не круто? Я думаю, что это очень круто. Видели, как прикольно у меня стоят значки на рабочем столе? Чтобы сделать такие же, вам необходимо создать папку и перекинуть нужные значки туда. После этого вам нужно будет открепить панель задач и выбрать здесь «Создать панель инструментов». После этого указать вашу папку, и как вы видите, наши значки установились. После этого вам необходимо будет убрать с них текст, чтобы у нас не было длинных слов, мешающих нам, и сделать значки покрупнее. Вуаля, теперь у нас есть такие же крутые значки, как и у меня. Вы можете поставить туда что хотите, ссылки на сайты, на папки или просто значки других приложений. Далее вам, наверное, интересно, как я сделал себе такие красные значки на панели задач и вообще на всем своем рабочем столе. Это делается очень просто. Вы заходите на любой сайт и пишете «Скачать значки ICO». Устанавливайте понравившиеся значки, но обязательно ваши значки должны быть в формате ICO, а не PNG, иначе ничего не получится. После этого вы выбираете значок, который хотите заменить, нажимаете «Свойства» и «Измени значок». После этого выбираете установленный вами значок. Главное его не удалять, иначе он пропадет. На этом, в принципе, все. Сегодня я вам рассказал, как сделать такой же крутой рабочий стол, как и у меня, и удивить им своих друзей, или просто сделать ваш рабочий стол, которым приятно пользоваться. Если вам зашел данный гайд, то обязательно расскажите о нем друзьям, чтобы они тоже посмотрели данное видео и узнали, как сделать себе такой красивый рабочий стол. Ладно, с вами был Нормерси. До новых встреч, всем пока-пока.